В этом ролике мы сделаем интересный геймерский стол. Встроим в него старые советские платы, зальем эпоксидкой, а также сделаем реально левитирующий элемент, который будет летать над столом. Приятного просмотра. Столешница представляет собой лист фанеры 120 на 70 сантиметров. Как вы видите, на лазерном станке мы вырезаем отверстия, которые в итоге будут имитировать следы от пуль и другие разрушения. По краям этих узоров делается гравировка, для того, чтобы в дальнейшем упростить работу. А с правой стороны вырезаются специальные ниши, немного позже вы поймете, для чего они нужны. Затем я шлифую столешницу финальной мелкоабразивной наждачкой. В моем понимании финальная наждачка для дерева – это 320 номер. Ну и конечно убираем фаску по краям стола, для того чтобы в дальнейшем она не мешала рукам. Столешница готова к покраске, и уже теперь можно понять общие черты стола. Для того чтобы сделать акцент на отверстиях, я покрываю всю столешницу темной морилкой. И пока она сохнет, мы снова обращаемся за помощью к лазерному станку. Вырезаем логотипы различных популярных игр. В итоге логотипы сделаны из 8-мм оргстекла, и выглядят они вот так вот. Для того чтобы добиться очень интересного эффекта, я собираю такой вот бутерброд, в основе которого лежит магнитная шайба, затем батарейка со светодиодной лентой, и все это прячется в деревянном корпусе. В итоге мы выбираем игру, вставляем ее в эту конструкцию, и вся эта штуковина будет парить над столом. Я, к примеру, выбрал логотип танков. Эта игра уже давным-давно стала классикой, и это не просто так. В игре World of Tanks премиальная графика и просто нереальное погружение в атмосферу танкового боя. Более 600 бронированных машин середины 20 века уже ждут игроков в ангаре. Здесь каждый сможет подобрать себе машину по вкусу, от быстрых маневренных танков до тяжелых машин смерти. Только посмотрите на эти огромные пушки. Да любой мужик хочет хоть раз шотнуть с такого огромного ствола. А представьте, если таких несколько. Например, как у двуствольного танка ИС-2 вариант 2. Вот за возможность погонять на таком я бы и сам отдал все на свете. Но, к счастью, это можно сделать совершенно бесплатно. В общем, пора бы уже начать действовать, а не философствовать. Переходите по моей ссылочке в описании, регистрируйтесь и получайте награды для быстрого старта. Шустрый танк Т2 ЛТ 400 тысяч кредитов и неделю премиум аккаунта для уверенного старта. Заходи в игру и вступай в бой. А мы продолжаем. Для того чтобы сделать следы от пуль более реалистичными, я сперва взял дремель и постепенно менял инструмент на все более нецелевой. В итоге закончил пассатижами. После такой варварской доработки следы от пуль уже более походят на танковые снаряды. Собственно, чего я и добивался. Перед тем как залить их смолой, обязательно надо изолировать дерево, так как из него будет выходить воздух и избавиться от пузырей будет нереально. Именно для этого я покрываю столешницу матовым лаком и особое внимание уделяю отверстиям. А пока лак сохнет, я занимаюсь подстольем. Тут ничего интересного, простенький каркас из металлического профиля, который я зачищаю и покрываю краской. В итоге подстолье получилось довольно простенькое, но в моем видении этого проекта оно и не должно отвлекать на себя внимание. А пока подстолье сохнет, отправляемся к столешнице, которая, к слову, уже высохла, и готовим ее к заливке смолой. Тут все очень просто, так как конструкция предельно простая. Я промазываю все отверстия герметиком по контуру и накрываю их фанерой, заранее проклеенной скотчем. На этом все. И тут даже не надо ждать, пока герметик высохнет. Поэтому тут же разводим смолу по заявленной пропорции. Кстати, мне очень часто пишут с просьбой рассказать, по какой именно пропорции я развожу смолу. Так вот, все составы очень разные, у каждого производителя своя формула. Ребята, я правда не знаю секретной пропорции. Любой продавец вам подробно расскажет правильное соотношение двух компонентов. Ну и к слову, оно всегда есть на этикетке. Ну или в ссылке, которая закреплена под этим видео. А дальше, пожалуй, мой самый любимый момент. Заливаем все ниши, и тут большую и полезную роль играет гравировка, которая была сделана по контуру, и она играет роль своеобразного бортика. И смола, дотекая до нее, останавливается. Конкретно этот состав полимеризуется 48 часов при комнатной температуре. Но надо понимать, что чем ниже у вас температура, тем дольше сохнет смола. Но конкретно у нас есть 2 дня, и мы занимаемся площадкой, которая будет левитировать. Приклеиваю ленту к батарейке и склеиваем все деревянные составляющие. Зажимаем прищепками, а после того, как все высохло, срезаем края под углом, для того, чтобы платформа смотрелась интересней. После чего красим ее все той же графитовой краской. В итоге это будет работать вот так.
Сама площадка будет спрятана под столешницей, а платформа с логотипом будет парить над столом. Купить такой комплект Левитрона без проблем можно на AliExpress. Ссылочку на уже проверенного продавца я оставлю в комментариях. Но перед тем, как собрать все воедино, я разбираю старые платы, которые были добыты из советской электроники. На мой взгляд, эти платы намного интересней, так как они уже являются диковинкой. Именно их я и выбрал для декора. Теперь все компоненты готовы. И наконец можно собирать стол. С обратной стороны я располагаю платы таким образом, чтобы закрыть все отверстия. А также устанавливаем Левитрон в заранее подготовленную нишу. Так как расстояние между площадкой и парящей шайбой не очень велико, поэтому нам важен каждый миллиметр. Финальный штрих – это подсветка. Проводим светодиодную ленту и закрываем все коробами. Напомню, что лучший способ помочь с продвижением ролика – так это поставить лайк, написать комментарий с более чем 4 словами, а также очень важно поделиться роликом в любой социальной сети. Так что, если наши ролики вам реально нравятся, то 3 этих простых действия очень здорово нам помогут. Как вы видите, Левитрон не левитирует. Дело в том, что когда мы запитывали провода, по ошибке подали на него вместо 12 220 вольт, и он почему-то перестал работать. Такое бывает, особенно когда заканчиваешь съемки ролика в 3 или 4 часа ночи. А так как приобрести его можно только на Алиэкспрессе, ждать придется около месяца. Соответственно, это не вариант. Но все равно у вас есть возможность посмотреть, как это работало.